Друзья, всем привет! С вами снова Каруна. В этом уроке разберем с вами произведение Ворскан Ахпер, что переводится как «брат-охотник». Играть мы его будем с вами в ладе сигья, то есть снова от ноты до диез, от 4 пальцев на дудуке строя ля. Произведение очень-очень известное, и, скорее всего, вы его слышали уже не раз, потому что любой из дудукистов хотя бы однажды его уже успел, по-моему, записать. По популярности, по-моему, Влади Сигья нет равных, даже Мачкал, вот известный, то он не настолько известен, как Ворскан Ахпер. Запускаем до диез. По поводу самого лада сигья надо добавить, что здесь появляется дополнительная нотка к классическому сигья. Классический тот, что у нас был с вами в произведении Луснак Гишер. То есть было так: до диез, ре, ми, фа, соль диез, ля. Ну и там вниз еще что-то, да? Вот. А здесь у нас, кроме вот этих, которые я вам сейчас показал, будет еще нота соль, вот это. Вот. А сейчас поехали.
Ну и давайте я вам покажу, как я его играю. Вот ее первые две фразы. В качестве первой ноты, в принципе, здесь можно играть не до диез, а соль диез, вот отсюда. То есть такой вот аккорд как бы брать. Вот смотрите. Можно первую фразу сделать самой простой, такой вот. А вторую, например, сделать аккордом, начать с соль диез, вот отсюда. Видите? И маленький фушлаг. Третья фраза. Третья, как и вот эта вот первая, может с аккорда начинаться, а может начинаться с основной ноты. Основная нота тут получается будет нота ре. И мы будем такую штуку делать. Или вот отсюда. Смотрите, все по порядочку. Так вот, начинаем с ре, если без ноты ля. А если ноты ля, то отсюда. Последнюю нотку мы немножко затеняем здесь. То есть мы не делаем ее половинку, но притеняем. Смотрите. Можно сначала целиком эту нотку как бы взять, но все равно палец слишком высоко не подбрасывайте. Но потом ее затянить во время игры. Смотрите. Я еще так делаю. Как бы медленная вибрато, сильно медленная. Или это простая, а сложная. Еще раз смотрите. А посложнее. Третий вариант. То есть первый вариант, смотрите, был. Второй вариант. И третий вариант. Следующая фраза. И в конце видели, я просто бросил палец так вот.
Джован, по-моему, так делает. Еще раз. Можно с открытой ноты сразу начинать играть, или вот с этой. По-моему, музыканты, они еще там несколько нот дают, как бы, наверное, в песне там есть просто какие-то слова там или что-то. То есть они не одну ноту там делают, а горлом делают несколько раз. Вот так вот. Короче, все вместе получается так, смотрите. Затеняем. Следующая фраза. Но здесь могут быть снова какие-то куча каких-то вариантов. Я слышал разные исполнения вот здесь вот форшлага двойного. То одинарные, то двойные там. В общем, не разберешь, как делать. Джован там вообще по 3 раза пальцем бьет. То есть Джован делает так. Вот так вот. Видите? По-моему, можно просто сделать по 2. Еще один вариант, который я там сыграл. Короче, смотрите. Вот так вот. Я там, по-моему, сыграл тоже как-то где-то. То есть ми, соль, фа. Вот такой вариант. Начинаем аккордом, например, да? Или можно сделать из нее 2 фразы. Считай как первая фраза. И дальше у нее есть продолжение. Эмоциональное такое продолжение. Или следующая фраза была уже. Снова такая. Видите, затеняю. Следующая тоже была. И последняя тоже была. Первая часть. Вторая
вторая часть, соответственно, вы можете там менять украшения, менять некоторые рисунки. В одном месте я там рисунок поменял, а так, в принципе, просто на украшениях, вот, на измененных украшениях работал. Вот смотрите. Так. Можно даже начать с аккорда, а вторую фразу, например, сделать без аккорда. Смотрите. Делается это так, вот эта штука. Выучите ее, она очень-очень полезная. И все вместе так выглядит. Соответственно, вторая фраза тоже повторять. Третья. Можно с аккорда начать. Ну, то же самое, в принципе. По одному сделал там удар в горло, смотрите. А здесь палец уже стоит на ноте. То есть идет нота ми, потом сразу нота соль, а потом только фа. Ми, соль, фа. Видите, ты горлом делаю. И следующая фраза здесь, смотрите, она будет довольно сильно отличаться от той, что была в первой части. Первый раз, смотрите, как было. А здесь так. Вот это вторая часть, давайте я вам покажу. Такой фуршлаг. И следующая фраза получается такая. Снова, как было первый раз. И дальше так, как уже было. Ну, только можем поменять, смотри. Было так. А сейчас сделаем так. Мягко переводим. И последнее. Это был Брат Охотник. До новых встреч, ребята. Пока.